Здравствуйте, друзья! Свинцовые корабли Калигулы. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Недалеко от Рима есть озеро, которое называется Неми. Оно образовалось в кратере недействующего вулкана, а название его происходит от латинского слова «роща». Озеро лежит на высоте около 300 метров над уровнем моря. Его максимальная глубина достигает около 34 метров. На протяжении всей истории озеро считалось священным и было связано с богиней Дианой. В глубокой древности озеро было известно как Спекулум Дианае или Зеркало Дианы. На его берегу были раскопаны остатки храма, посвященного этой богине. Интересно, что считается, что в этих местах появились на свет Ромул и Рем, основатели Рима. Начиная с античных времен ходили легенды о том, что на дне озера Неми находятся огромные корабли, которые некогда построил римский император Калигула. Он любил роскошь, и созданные им корабли поражали воображение современников. Древнеримский писатель и историк Гай Светоний Транквил так описывает эти суда. Корма каждого из кораблей сверкала драгоценными камнями. На них было достаточно ванн, галерей и салонов, росли разнообразные сорта винограда и фруктовых деревьев. Корабли Калигулы являются уникальным примером церемониальной парадной баржи. Подобные суда распространились в эллинистический период как в виде морских, так и речных судов, с богато украшенными мозаичными полами, садами на крыше, настоящих круизных судов в египетской традиции. Калигула был особенно чувствителен к следованию восточным обычаям, перенятыми его династией от предков, бывавших на Востоке, и, конечно, не был равнодушен к той форме самовосхваления, которую давало обладание таким кораблем. Первая из барж на озере Неми была кораблем для удовольствий, скрытым обогреваемым павильоном на корме, а также павильоном и святилищем в носовой части. Постройка здесь такого судна связана с располагавшей на берегу озера Неми виллой императора. Вторая из барж использовалась в основном для религиозных церемоний, о чем свидетельствует обнаружение на борту культовых предметов, связанных с Исидой, которую во времена Калигулы, вероятно, стали отождествлять с богиней Дианой, чье святилище располагалось в близлежащей заповедной роще. Предполагается, что эти два корабля использовались для участия в церемонии ритуале в честь богини Исиды, покровительницы моряков, с которым 15 марта каждого года возобновлялся сезон навигации. После своего затопления корабли Калигулы всегда были видны на дне в прозрачных водах озера и были объектом периодического разграбления из 15 века неуклюжих попыток поднятия со дна. Эти легенды находили подтверждение. Местные рыбаки постоянно вылавливали сетями куски дерева и какие-то металлические предметы, которые использовали для своих нужд или переплавляли. В первый раз дно озера серьезно исследовали еще в 1444 году при кардинале Просперо Колонна, который интересовался археологией, и действительно нашли огромный корабль размером 71 метр в длину и 21 метр в ширину. Его пытались поднять, но ничего не получалось. Эти попытки повторялись неоднократно, из столетия в столетие, но осуществить подъем судна никто не мог. Не хватало технической мощности. Единственное, что умудрились сделать искатели, в 19 веке англичане ободрали с судов бронзовые, золотые и мраморные украшения, орнаменты и мозаики, которые затем продали в различные британские музеи. В 1446 году влиятельный кардинал Римской католической церкви и сеньор Неми Просперо Колонна и сотрудник папской канцелярии Леон Батиста Альберти возглавили изыскания по поиску затонувших кораблей Калигулы на озере Неми, основываясь на рассказах об этих кораблях, которые они и обнаружили на глубине 18,3 метров. Однако глубина была слишком значительной, чтобы корабли тогда можно было достать из-под воды. Хотя Альберти и предложил для поднятия кораблей оригинальный метод, когда попробовал связать их с плавучими бочками. Будучи гениальным, этот метод оказался неудачным из-за обширного гниения. В ходе предприятия Альберти пригласил отважных генуэзских пловцов-ныряльщиков. Тогда же было выяснено, что остовы лежащих на дне кораблей обшиты свинцовой оболочкой, и был изучен тип дерева, из которого были изготовлены древнеримские корабли.
При этом изыскания Колонны и Альберти нанесли значительный урон затонувшим кораблям Калигулы, так как, используя уже упоминавшиеся выше веревки с крючками, участники того предприятия отрывали от лежащих на дне корабельных остовов доски. В 1535 году инженер на службе нескольких владетелей Болонец Франческо де Марчи достиг затонувших кораблей Калигулы на острове Неми с помощью деревянного водолазного колокола, снабженного иллюминатором. Конструкция де Марчи защищала верхнюю часть тела, оставляя свободными ноги и руки и позволяя дышать. Находки де Марчи включали кирпичи, фрагменты мраморной брусчатки, бронзовые и медные фрагменты и большое количество деревянных балок затонувших кораблей Калигулы. Затем попытки исследования затонувших кораблей Калигулы на озере Неми предпринимались в 1827 году и позднее в 1895-1896 годах. В последнем случае работы осуществляло итальянское государство, а именно Министерство образования и военно-морской флот Италии. Большая часть извлеченного материала тогда была приобретена Национальным музеем, в то время как другая часть попала на антикварный рынок. В 1926 году итальянским государством была создана новая комиссия по вопросу исследования и восстановления кораблей Калигулы на озере Неми. В состав комиссии вошли ученые, археологи и инженеры под руководством бывшего генерального директора Министерства образования, впоследствии руководителя ряда художественных галерей, искусствоведа и археолога сенатора Коррадо Риччи. Выводы комиссии Риччи подтвердили оценки, высказанные еще в 1895-96 годах подполковником инженерного подразделения военно-морских сил Витторио Малфатти о том, что поднятие судов Калигулы возможно путем частичной откачки воды из озера. Также комиссией было предусмотрено строительство специального музея на берегу озера Неми. В начале 20 века подводные археологи нашли в озере Неми еще одно огромное судно – 60 метров в длину и 20 в ширину. Оба судна были исследованы водолазами. Выяснилось, что они действительно были просто плавучими дворцами с мраморными колоннами и полами, статуями и галереями. В 1927 году диктатор Бенито Муссолини распорядился поднять роскошные и громадные корабли во что бы то ни стало. Он считал, что обязан возродить Великую Римскую империю. Поэтому древние артефакты и корабли должны были символизировать некую преемственность между Римской империей и новой Итальянской империей. И 9 апреля 1927 года в своей речи на заседании исторического общества тогдашний глава правительства Италии Бенито Муссолини объявил о решении поднять затонувшие суда Калигулы. Технические возможности 20 века делали подъем корабля уже возможным, но все равно этот процесс занял целых 5 лет. Пришлось осушать озеро, а по его дну прокладывать рельсы, чтобы по ним вывести суда. Воду откачали, и остовы кораблей, а также многочисленные артефакты извлекли со дна озера. Это оказались 2 70-метровых корабля, богато декорированные мрамором, бронзовыми украшениями. Несмотря на то, что в древних текстах нет прямого указания на эти корабли, с достаточной уверенностью можно датировать их временем правления императора Калигулы. Во-первых, на кораблях были найдены трубы для подачи пресной воды с именем Калигулы. Предполагалось, что корабли стояли пришвартованными недалеко от виллы императора. Также были найдены другие имена, подходящие под время правления Калигулы или Клавдия. Само художественное оформление кораблей соответствует вкусам Калигулы. У Светония есть описание похожих кораблей, отделанных мрамором и статуями, на которых Калигула плавал вдоль компании. Также в жизнеописании Клавдия говорится, что в наследство от Калигулы ему достался огромный корабль, на котором перевозили древнеегипетский обелиск для цирка Калигулы на Ватикане. Сейчас фактически стоит там же, единственное, его немного подвинули. Не зная, что с ним делать, он распорядился затопить его в устье порта Востии. Таким образом, чтобы он стал основанием для строившегося там нового пирса. Кстати, любопытно, что при осушении озера был найден античный канал-туннель, который существовал уже тысячи лет и использовался для сброса воды при наводнениях. Туннель протянулся на 1,6 километра через склон холма к долине Ариция, откуда вода шла по дренажным канавам в море. Итак,
Корабли оказались на берегу, и все исследователи были потрясены их совершенством и размерами. Оказалось, что первое судно, которое измеряли в 1444 году, еще больше. Длина его 73 метра, а ширина 24 метра. Выяснилось, что деревянные борта судов защищены тройной свинцовой обшивкой, а его металлические части покрыты позолотой. Интересно, что многочисленные гвозди были обработаны каким-то антикоррозийным раствором и прекрасно сохранились. Интересно, что некоторые мозаики на корабле обладали цветовой комбинацией современного зеленого, белого и красного итальянского флага. Также были найдены статуи, колонны, бронзовые фигуры и тому подобное. Любопытно, что на большом судне были места для гребцов и весла, а на втором их не было. Кроме того, на нем были найдены две загадочные вращающиеся платформы. Под одной из платформ оказалось 8 бронзовых шаров, которые двигались в желобе. Вторая платформа лежала на 8 деревянных роликах, также движущихся в желобе. Обе конструкции напоминают подшипники качения, прототип которых был изобретен только в XVI веке Леонардо да Винчи. Удивительно, но в устройстве для подъема якорей использовался кривошипно-шатунный механизм, и кроме того на судах имелся сложный насос для откачки воды. Но и это еще не все. Были найдены свинцовые трубы и бронзовые краны, которые говорили о том, что на кораблях были канализация, водопровод с горячей и холодной водой и система подогрева мраморных полов. Именно трубы и позволили определить, когда были построены суда и кому они принадлежали. Оказалось, что древние легенды были правы. На одной трубе было написано, что это собственность Цезаря Германика. Это имя императора Калигулы, который царствовал до 41 года нашей эры и был убит заговорщиками. Возможно, с его смертью как-то связано и то, почему корабли оказались на дне, потому что на них не было обнаружено никаких повреждений. Может быть, разозленные заговорщики специально затопили великолепные суда, которые для них стали символом роскошной и распутной жизни императора. Но нас интересует совсем другое. Как мог передвигаться корабль без гребцов? Что это за загадочные платформы и подшипники качения, существовавшие 2000 лет назад? Вся наша история строится лишь на домыслах, на обрывках древних текстов, на интерпретации фактов историками, изучавшими древние здания и артефакты в 18-19 веках на уровне развития техники того времени. Возможно, точнее 100%, что на самом деле все было не так, как они пытаются объяснить. И корабли Калигулы явно хранили в себе загадку технологий прошлого. Но мы уже никогда не узнаем их тайну, потому что в 1944 году немецкие войска, отступая, сожгли оба древних корабля. Сохранились только некоторые их следы – колонны, бронзовые фигуры, якоря, некоторые артефакты и фотографии судов Калигулы, безвозвратно утраченных в 20 веке. По легендам, у Калигулы было 3 таких корабля, так что не исключено, что на дне озера Неми до сих пор есть неразграбленное античное судно, полное загадочных артефактов и хранящее тайны технологий прошлого. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.